Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о том, почему, черт возьми, не читается дата в Excel. Вот, и мы будем решать этот вопрос. Я покажу несколько задач, с которыми я в реальной жизни сталкивался, и постоянно это один из самых частых вопросов, когда дата импортируется из какого-то сервиса, и соответственно, в Excel получается сгусток данных, который будет сложно обработать. Первый пример – это когда дата воспринимается как текст. Да, это самый простой случай. Мы берем единицу, копируем ее, нажимаем правой клавишей «Специальная вставка», далее выбираем «Специальная вставка» и выбираем функцию умножения. Окей, единицу можно стереть, выделяем данные, заходим в формат и, соответственно, выбираем краткий формат даты, все окей. Если бы мы сделали это до того, как убрали зеленый крестик, у нас, соответственно, ничего не произошло. Далее рассмотрим более сложные примеры, с которыми вы можете столкнуться при выгрузке данных. Соответственно, задача номер 2. Задача номер 2, когда у нас данные, как вы сейчас видите, находятся через дефис. Да, в таком случае дата рождения практически не определяемая. И здесь мы будем использовать встроенный инструмент Excel, который называется «Данные текст по столбцам». Убираем данные текст по столбцам с разделителем, нажимаем «Далее», выбираем другой и ставим дефис. Да, то есть каждый дефис будет отделен, и также будет отделен каждый пробел. После нажимаем «Далее», и здесь, соответственно, выбираем ячейку, откуда у нас начнется вставка. Также мы можем выделить столбец, который нам не нужен. В данном случае год у нас задублировался, соответственно, его можно пропустить. Готово. Окей. Получаем результат. То есть это у нас год. Далее, соответственно, месяц. И после, соответственно, день. Окей. Мы получили набор цифр из этих данных, которые мы можем удалить. Соответственно, далее что мы делаем? Нам необходимо эти цифры преобразовать в даты. Есть отличная функция, которую я часто пользую, называется она дата. Функция дата позволяет ввести в себя цифры, да, и на основании их сформирует число. То есть это у нас год, это у нас месяц и это у нас день. Окей. Тем самым мы из чисел обычных получили, соответственно, дату, которую в дальнейшем можно обрабатывать, в принципе, да, что угодно с ней делать. И заключительная задача на сегодня, это у нас, когда данные сформированы, как вы сейчас видите на экране. Это самый сложный случай. Да, они обычно такие данные появляются из самописных баз. Вот. В таком случае, что нам необходимо сделать? Обратите внимание, что у нас везде, да, окончание не сентябрь, а сентября. Да, то есть это также необходимо учитывать. Нам необходимо создать мини-базу, на основании которой мы будем подтягивать данные в нашу таблицу и обогащать их. Первое, мы пишем месяца. Да, и, соответственно, номер месяца. После чего мы пишем месяца январь, используем автоматическое заполнение. Потом мы можем или поменять, да, соответственно, окончание, допустим, января, февраля, марта, апреля, мая. Да, опять-таки обращайте мая, июня, июля, августа, сентября, октября, ноября, декабря и, соответственно, все. То есть обращайте внимание на то, что когда необходимо отредактировать текст ячейки, мы используем функцию F2. Функциональная клавиша F2 помещает курсор в конец текста, который находится в ячейке, нам его проще редактировать. Окей, то есть мы создали базу. После чего нам необходимо понимать, как из данной таблицы получить месяц. Здесь у нас будет три действия. Первое, что мы делаем, это мы возьмем день. Второе, возьмем месяц. И, соответственно, третье, это мы возьмем год. Да, после чего мы все это сложим в дату и получим результат. То есть это у нас будет день. Далее у нас будет месяц. После чего у нас будет год. И, соответственно, здесь у нас будет готовая дата. Окей. Для того, чтобы найти день, мы берем функцию левый символ.
То есть левый символ — это функция, которая способна от текста взять определенное количество символов слева и преобразовать их в любое значение. Далее, для того, чтобы определить расстояние до пробела, мы используем функцию поиск. Функция поиск находит положение определенного знака в тексте. Да? Так, искать пробел в этом тексте. Закрываем, получаем результат. Как мы видим, у нас не суммируется. Это значит, что пробел находится на третьем, соответственно, нам нужно взять еще единицу, убрать и домножить на единицу. Или же можно домножать с помощью знака двойного бинарного отрицания. Это два дефиса. Они домножают автоматически на плюс единицу и на минус единицу. Так будет более правильно. Да, и при умножении число не сменит знак, что очень классно. После чего нам необходимо взять месяц. Здесь мы используем функцию, называем это база месяца. База месяц. Окей. И здесь мы что пишем? Мы пишем функцию сначала PSTR. Функция PSTR дает возможность взять определенное количество символов из текста, да, с середины текста или с любой ее части. То есть текст для поиска. В данном случае этот. Дальше мы используем поиск до первого пробела из этого текста плюс, соответственно, 1. И количество символов нам необходимо определить количество символов. Да, это можно сделать как длина строки минус, соответственно, 5,3 минус 8. Да, получается 8. Это у нас 2 пробела плюс дата, да, 2 символа и, соответственно, год. Получаем сентября. И далее к этой функции мы можем написать VPR. Да, соответственно, таблицы это мы возьмем база месяц. Далее номер столбца 2 и тип сопоставления 0. В данном случае сентябрь это у нас 9 месяц. Все окей. Ну и год это у нас функция прав символ. Для данного текста 4 символа справа. То есть функция правый символ берет 4 символа вправо. Да, и чтобы это все преобразовалось в число, мы используем знак двойного бинарного отрицания, в чем он нам помогает. Теперь осталось самое простое. Нам необходимо собрать дату из дня, месяца и года. Пишем дата, выбираем год, выбираем месяц и выбираем день. Получаем результат. С вами был Полянский Алексей. Подписываемся на канал, ставим пальцы вверх. Всем доброго дня. Пока.